Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Карнет, и сегодня вы узнаете, как сделать крутое, довольно простое, но все равно крутое интро, используя только Premiere Pro. Это интро идеально подойдет для тех, кто снимает влоги, travel видео и подобные видосы, ну и для других тоже на самом деле. И да, не забудь поставить лайк на это видео, будет 3000 лайков, и уже совсем скоро будет новый крутой видос. И конечно же подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал, а мы погнали! А перед началом просмотра видео, может ты хочешь стать крутым ютубером или стримером? Тогда программа Streamlabs OBS для тебя идеально подойдет. В нее встроен сразу чат и встроен донат, и тебе не придется ничего настраивать, все будет сразу же в программе. Более того, в нее встроены и оформления для ваших стримов тоже. И ты всего одним кликом можешь подобрать крутое анимированное оформление для своих стримов. И зрителям приятно, и тебе париться особо не надо. Более того, эта программа меньше лагает, по заверению разработчиков. Тебе не придется ставить на нее тонну плагинов, чтобы добавить чат, чтобы добавить донат и многое другое. Все уже встроено в программу. За счет этого она работает на 20% лучше, чем обычный OBS с плагинами. Далее, ты сможешь также продавать свой мерч прямо через программу для стриминга. Там уже встроены все нужные ресурсы для создания своего мерча и продажи мерча прямо во время стрима, либо во время записи видео. Это довольно удобно, и там уже продали мерча более чем на $500 000. На самом деле там еще много всего крутого, и мне не хватит и 10 минут, чтобы все плюсы вам рассказать. Ссылочка в описании. Скачивайте по ссылке в описании, сразу по прямой ссылке и пользуйтесь этой программой, она реально топовая, я сам ей пользуюсь. Как же будет выглядеть интро, которое мы сделаем буквально-таки за несколько минут? Ну, примерно вот так. Смотрится довольно просто, и в принципе на основе подобной анимации, подобных штук, можно реализовать такие анимации, которые я делал в начале видео. Они примерно реализуются так же, просто надо подумать головой, придумать что-то свое на основе того, чему вы сегодня научитесь. Так лучше делать всегда. Берете туториал за основу и просто потом делаете что-то свое. Нам понадобится программа Premiere Pro. У меня личная версия Premiere Pro TC 2018 года, но это особо ни на что не повлияет, так как все эти функции есть и в прошлых версиях тоже. Первое, что нам понадобится, это загрузить любое изображение, которое вам только понадобится. Либо же видео, неважно, можно использовать видео, можно использовать изображение. После этого два раза нажимаем на наше изображение, оно открывается у нас вот здесь. Заходим в элемент управления эффектами, выбираем непрозрачность, открываем ее. Далее выбираем наш Pen Tool, убавляем размер нашего изображения и делаем примерно что-то вот такое. Отлично. Зажимаем буковку Alt и перемещаем наш слой на слой выше, зажатым именно Alt. Выбираем слой снизу и нажимаем инвертированно. Как вы видите, уже появилась такая небольшая тень, и видно, что слой сверху это немножечко другое дело, несмотря на слой снизу. Чтобы это убрать, ставим растушевку маски на 0, что у верхнего слоя, что у нижнего слоя. Итак, выбираем слой сверху, нажимаем контур маски и перемещаем наш кейфрейм примерно на середину. Теперь мы выбираем наш опять же слой, ставим еще один кейфрейм и перемещаем нашу масочку подальше. Теперь это будет смотреться примерно вот так. Немного медленно, поэтому мы их подвинем немножко поближе, кейфреймы. Также мы наш ползунок подальше и переместим нашу маску поправее, чтобы как бы наша анимация продолжалась. Теперь мы выбираем верхний слой, нажимаем PKM и вложить. Выбираем какое-нибудь название, неважно, пускай это будет 0.1. Теперь мы выбираем наш слой сверху, переходим в эффекты и вводим тень. Либо же, если у вас английская версия, вводим Drop Shadow. И перемещаем нашу радиальную тень прямо на наш верхний слой. Теперь видна вот эта вот тень, правда выглядит она очень ушлепански, но мы это все исправим. Непрозрачность сделаем мы побольше, примерно на 80, чтобы ее было видно куда лучше. Даже нет, давайте поменьше, 65. Также можно поиграться с этими настроечками, но я советую поставить примерно 500 и 200, чтобы была вот именно такая вот плавная тень. Непрозрачность повысим, наверное, до 80, чтобы все-таки было видно получше, а то у нас изображение довольно темное. Перемещаем два наших изображения на слой выше. Переходим в раздел проекта, нажимаем сюда, выбираем цветовая маска и выбираем какой-то цвет, который больше подойдет для вашего фона. Перемещаем его вот сюда, делаем его поболее. Но если вам не нравится цвет, просто нажимаете дабл-клик, и вы можете менять цвет на любой другой. Поменяю его на такой коричневатый, что ли, потому что как раз таки цвета здесь все такие коричневые. Итак, берем нашу самую верхнюю масочку, перемещаем ее повыше и еще повыше. Теперь мы нажимаем «Файл», «Создать», устаревший заголовок, нажимаем «Ок». Сделаем это окошечко побольше, чтобы было видно получше. Нажимаем и пишем что-то, что нам нужно.
Слева сверху можете менять ваш шрифт на тот, который вам нужен. И вообще, в принципе, тут все настройки есть еще и справа, как и цвет, как и все остальное. И нажимаем вот на эти две кнопочки, чтобы переместить наш текст ровно по центру. Итак, вот у нас образовался ваш текст, можете его переместить, и он будет вот примерно так вот смотреться. Но, чтобы добавить изюминки, нажмем опять же сюда и добавить цветовую маску. Сделаем ее такой сероватенькой, но можно сделать ее и черной, и любого другого цвета, зависит от ваших потребностей. Я сделаю ее черноватой. Выбираем нашу цветовую маску и нажимаем вот на вот эту настроечку. Теперь вы можете настроить размер вашей маски, которую вы сделали. Первое, что вы можете сделать, это перемещать его с помощью ваших стрелочек, чтобы делать, скажем так, ровное перемещение и точно знать то, что вы не накосячили. Но также вы можете перемещать его и мышкой, если вы уверены, что вы очень пряморукий. Итак, не забудьте еще убрать растушевку маски, иначе можно очень сильно накосячить с этим всем. И теперь выбираем наши два этих слоя, нажимаем ПКМ и вложить, чтобы образовался отдельный эпизод с этим текстом отдельно. Выбираем наш вложенный эпизод, открываем раздел движения, нажимаем кейфрейм около кнопки положения и перемещаем этот кейфрейм подальше, на 4-ю примерно секунду. Короче, примерно посередине. Выбираем вот этот вот первый пункт в положении и перемещаем наш текст подальше. Соответственно, это будет примерно вот так. Но это довольно грустненько. Поэтому примерно в тот момент, когда наши две картинки встречаются, вот примерно здесь, мы берем наш текст и перемещаем его вот так. Теперь это смотрится примерно таким образом. Ну и давайте анимацию ускорим, перетащив второй кейфрейм поближе. Также теперь возьмем и переместим наше вот это положение поправее. Чтобы это сделалось таким образом. Бум! Появляется наш текст и начинает плавно перемещаться вместе с нашей этой анимацией. Это сделано для того, чтобы текст всегда было видно, и он перемещался медленно и плавно вместе с этим всем, что у нас здесь есть. Теперь мы выбираем все наши слои, нажимаем ПКМ, вложить, выбираем наш вложенный эпизод, ставим кейфрейм на масштаб, перемещаем наш ползунок в самый конец, и масштаб увеличиваем примерно, пускай там на 110. И таким образом у нас добавляется бонусная анимация, нажимаем play. Как вы видите, происходит небольшой такой плавненький, приятненький зум. Теперь еще нажмем на кейфрейм у положения, переместим наш ползунок в самый конец и сделаем положение на, например, 945. Также, там, где у нас находится наша маска, можно добавить парочку крутых плюшек. Перемещаем нашу маску повыше, зажимаем Alt, копируем ее, нажмем на слой, который мы только что сделали, нажмем на маску и нажмем Delete, и отдаляем наше изображение и делаем примерно что-то вот такое. Отлично. Теперь закроем то, что мы открыли, выбираем наш этот эффект, который у нас находится сверху, выберем радиальная тень, нажмем Ctrl-C, Ctrl-V, у нас образуется еще одна тень, и мы добавим теперь расположение тени уже немножко по-другому, чтобы у нас образовалось что-то подобное. Но также, понятное дело, когда у нас создалась тень, мы можем анимировать наш кусочек справа, зайдя снова сюда и снова поигравшись с перемещением. Ну и, конечно же, обрежем текст, чтобы он нам не мешался, то есть, чтобы было именно вот так бум. И все исчезало. Теперь нажмем еще раз ПКМ, еще раз вложить, поворот, переместим наш новый кейфрейм подальше, а старый мы изменим, например, на что-то вот такое. Кроме того, около кнопки масштаб мы снова нажмем на кейфрейм, переместим его примерно сюда же, а изначальный кейфрейм мы увеличим. Ну и чтобы анимация не простаивала, мы мотаем в самый конец опять же, делаем масштаб побольше. И поворот тоже чуть-чуть побольше. Теперь наше интро готово. Оно довольно простое, довольно быстро сделано. И ничего особо крутого, невероятно мощного мы не сделали. Но опять же выглядит довольно круто. Можно использовать свои картинки, свои цвета и много-много-много чего своего, чтобы сделать это уникальным, крутым и невероятно приятненьким. Далее, когда мы все это сделали, нам нужно это зарендерить. Нажимаем файл, экспорт, media content. И просто рендерим. Кстати говоря, если вам интересно разобраться в том, как правильно рендерить видео, чтобы оно было в максимальном качестве, чтобы оно весело минимально, и чтобы просто все было круто, офигенно и прям божественно, ссылочка на мой видос, где я разбираю рендер в разных программах типа Sony Vegas, в том же самом Premiere Pro, Mojave и так далее в описании. Там я разбираю, как что рендерить, чтобы было реально круто. После того, как вы зарендерили видео, все, на этом ваша задача закончена. Загружайте этот файл в вашу программу для редактирования, где вы будете все это делать, либо же опять же ваш Premiere Pro, если вы редактируете в нем уже как отдельный зарендеренный фрагмент. И все, ваше интро, вступление или для чего вы это сделали, не знаю, готово.
Пользуйтесь. Сейчас на канале проходит довольно масштабный конкурс на видеокарту, микрофон и многое другое. Всего 25 призовых мест. Ссылочка на конкурс в описании. Участвуйте, конкурс будет еще долго идти. Спасибо большое за просмотр. Я был рад, что ты провел со мной это время. Поставь лайк, напиши коммент с идеей для видоса, если вдруг у вас есть какая-нибудь интересная тема для видео, и постараюсь ее реализовать. И, кстати говоря, не забывай скачивать Streamlabs OBS по ссылочке в описании, потому что это реально годная программа для стриминга и для записи видео. Там очень много крутых плюшек, которые позволят тебе добиться реально крутой картинки на стримах без особых лагов. Там много крутых функций типа встроенного чата и многого-многого-многого другого. Ссылочка опять же будет в описании, переходи, скачивай. Слева прикольный видосик, справа видосик тоже довольно крутой, а посередке кнопка для подписки на канал. Адьос, братишки.